И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Еду очередной раз за продуктами и, конечно же, вас беру с собой, чтобы сориентировать с ценами сейчас на продукты в Турции. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Первый магазин, друзья, у нас Carrefour. Продается уголь для шашлыков. Арбузы по 7,90. Арбузы сейчас очень спелые. Дыни тем более. Вот мы вчера кушали дыню. Обалденная, очень вкусная. Так что сейчас тут прям все это дешево и вкусно. Все овощи и фрукты тоже так же очень дешево стоят. Дыня 19 лир по карте, 12 лир написано. Вот. Очень много людей на рыбу. Посмотрим, что за рыба там. Так, как всегда, курицы нету. Ну ладно, пойдем за другой. Ну а рыбки там чупра и самон. Два варианта. Ну а так в Carrefour я больше ничего особо не беру, потому что сам по себе он дорогой. Но иногда по акции что-то, если есть, из хозяйственного беру. И рыбку, и курицу всегда уж здесь беру. Почему беру курицу в Carrefour? Потому что ее здесь разделывают. Вот. Всегда у Carrefour сидят кошечки. Ну, они всегда у всех магазинах рядом сидят, потому что люди покупают что-то поесть им. Ну, а мне нужна курица, поэтому следующий магазин будет Бим. Придется ее разделывать самой. Но в Carrefour тебе прям чистят, разделывают. Все идеальненько. И я уже в магазинчике Бим. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит растительное масло. Подсолнечное. 5 литров 385. 399. Так, ну а если поменьше? Поменьше. 2 литра 189, литр 97. Вот. Я покупаю всегда литровое, оливковое. Для жарки, которая подходит за 275. Ничего себе, да? А, натурал сазма. Камиля натурал сазма. Это какой интересный. Это же не Камиля. Казарт Маларыча написано. Но это не натурал сазма. А, слушайте, вот натурал сазма, смотрите. Это Тюм Софраларыча. Вот подскажите, пожалуйста. Я знаю, что меня из Турции смотрят. Если это натурал сазма, это же получается не рафинированное. Разве можно для всего? Тут написано для всех готовок. Ну, я так понимаю. Для чего это? Это чисто для салатов или для жарки тоже подойдет? Вот это я беру обычно. 235 стоит здесь в лирах. А натурал сазма 275. Это я тоже брала, но тоже пробовала жарить вроде нормально. Наверное, вот это возьму одно. Булгур стоит 27. Рис 55, 62, 43, 77. 69 басмати. Басмати, кстати, рис очень хороший для плова. Вот такие вот я беру такого, знаете, для своего плова, который я готовлю с курицей. Он, ну, чем-то напоминает обычный плов, но он идет с курицей, и для меня вот этот рис прям получше будет. То есть какой это рис? Это и удлиненный, и кругленький. Он такой, как крупный. Есть вообще круглый рис. Он вообще дешево стоит. Вот 2,5 килограмма, 89, например. А есть поменьше. Например, вот за 43 килограмм. А уже если удлиненный, он уже идет дороже. 55, 62, 77, 69. Булгур дешевый, 27. Ну, что-то дети у меня не очень любят булгур. Это вот кофталек булгур. Они из этого делают вот эти вот типа котлетки же есть острые. Чик кофте называется. Они делают из этого. Ну, кто вот мясо не ест. Либо вот из этого. Кофталек булгур. Это потемнее, это посветлее. Чечевица стоит 40 лир за килограмм. Зеленая чечевица 67. Знаете, забыла в Carrefour зашла, ведь там был Маш. Я
Что-то хочу обратно начинать проращивать маш, добавлять в салаты, проростки. Что-то полезно хотя бы неделю раз. Не борщить, как раньше, конечно. Я раньше борщила с этим. 57, вот другая чечевица. Здесь какая-то розовая, 52. Фасоль. Кстати, тоже можно фасоль взять. Иногда так хочется. 65 стоит, 59 стоит. То есть это вот покрупнее. 65. А есть вот такой вот 59. Нут стоит 57. Вот такой вот. Вот. Потом тель шехрие. Они обычно добавляют это в рис. Я вот суп иногда готовлю с макаронами. И еще есть вот такой вот 14. Называется арпа шехрие. Тоже они добавляют в рис. Это для того, чтобы их вот этот вот популярный рис отдельно готовят же они для этого. Спагетти 14 лир стоят. Макароны вообще по 14, видите, есть. А есть вот по 22. Я всегда беру по 22, получше что-то. Вот. Но мне нужно еще сегодня за молоком заехать, поэтому сейчас я не готова такие большие покупки делать. Пока вот у меня оливковое масло лежит. Так. Ну, тут очень вредные все эти газировки. Вот. Чаи. Кстати, вот есть шалгам напиток, да? Или это не он? Да, шалгам, смотрите. Аджилы шкерсис. Это напиток их овощной. В основном делается из морковки черной, вот шалгам, для шалгама, которая. Брать лучше аджисос. Есть вот аджисос. Сейчас посмотрим. Тоже аджилы. Ну, короче, вот написано. Аджилы, аджисос есть. 45 стоит. Но если честно, прикольный напиток, холодненький попить. Освежает так хорошо прям. Соки по 49 есть, по 34. Знаете, тоже разный состав. Есть консерванты, поэтому надо прям выбирать. Детские маленькие по 15, по 12. Вот такие бы вообще не советовала покупать, потому что там очень много консервантов. Но мои дети еще вот такие любят. Ну, состав смотрели, вроде более-менее. Вот. Чаи. Чай. Вот есть, кстати, цейлонский чай, пожалуйста, кто не любит турецкий чай. Я вот, например, от турецкого чая немного подустала. И поэтому мы перестали пока брать. Мы взяли вот крупнолистовое пикое. Вроде у вас 101. Да. Вот. И я из России привезла тесс со вкусом шиповника и яблока. Добавляю немножко, и получается очень вкусно. А так вот турецкий чай, вот терияки. Вот такой нормальный. Более-менее. Килограмм стоит 233. Не советую брать вот такой Липтон. Хотя он дороже стоит, да, вот 275 килограмм. Не советую, он у меня стоит прям уже сколько, мы его не можем выпить. Вот. Здесь уж пасты шоколадные. Нутелла по 199 стоит. Что еще? Вот такие вот вкусняшки есть, типа халвы по 57 лир, 81 лир. Вот я брала бабушке вот это вот недавно, да, ездила в Россию, брала вот такой вот, он очень вкусный. Мне прям очень нравится. 132 лиры. Вот реально, вот прям если покупать, так халву на подарок вот это брать можно. Оливки черные, да, я привозила из России, потому что здесь они вот такие вот сухие. Почему-то в водичке черные оливки здесь не найти. Вот такая посудка, например. Да, сколько стоит?
74 лиры. Недорого, в принципе. Но здесь вот немножко водичка виднеется. Есть вот такие вот по 120. Вот. Также я давно хотела попробовать вот такой вот. Интересно, вот он. Он, наверное, не сладкий. Из фисташек. 30% написано фисташка. Его, наверное, покупают для дубайского шоколада, чтобы дома делать. 200 грамм 199 лир. Я слышала, из-за того, что очень-очень популярен этот дубайский шоколад, фисташек стало меньше. Вот. А что еще? Оливки люблю вот такие вот. Да, вот именно вот крупные. Сколько? 79 лир. Коктейль написано. Что-то вот эти вот фаршированные, которые со всякими этими, не покупаю сейчас. Тоже 79 лир стоят. А раньше любила гриль вот такие вот. Но потом что-то, знаете, они такие жирненькие. Перестали мы их покупать. 49 лир стоят. Вот кофе, кстати, которое duty free, очень дорогое. Здесь 83 лиры всего лишь. Вот. Еще вот, кто знает, чем отличаются вот эти вот. Вот это, например, тоже Абдуллах Эфенди. Это разные. Это Мехмед Эфенди, оказывается. Вот чем отличается. Это, видать, наподобие. Немножко это скопировано. 49 лир. Дешевле зато. Знаете, вот есть еще такие непонятные напитки. Написано, конечно, турк кахвеси. Но они с шоколадом, с кокосом. Вот. Стоит 35 всего лишь. Написано Хазер Турк кахвеси. То есть готовые. Типа. Ни разу не пробовала. А еще мне вот нравится вот это кофе. Я его всегда пью. Кронат. 247 лир за 100 грамм. Что-то оно очень дорогое стало. Я беру обычно по скидке, когда вижу. Раньше мы брали за 100 лир. Сейчас все очень сильно подорожало. Ну и дорожает всегда. Чему удивляться? Киткат стоит 79 лир. Упаковка. 3 в одном кофе по 5 лир. Всякие батончики, шоколадки, разные цены. И за 14, и за 13, и за 47, и за 37. Сладкоежки, наверное, я лучше не буду вам этого всего показывать. Это тем более вредно. Здесь тоже все для сладкоежек. Пойдем. Так, ну что, пошлите дальше. Много канцелярских товаров сейчас продают. Нам, кстати, в школе дали список. Надо будет на выходных с мужем сходить. Давайте покажу, какую курицу я беру. Когда в Каррефуре нет, я захожу. Я уже маленькие такие курочки, которые не покупаю. Я беру вот фрынлык. Фрынлык я беру. Красную вот эту не беру. За 95 беру подороже. Еще бывает здесь зеленая. Вот я ее беру. Чистить, конечно, не совсем, но ладно. Вот по 109 за килограмм вот такого беру. Давайте мясо покажу. Мясо, смотрите. Индейка 299 лир. Грудка, которая за килограмм получается 355. Это уже такое темное место. Вот. До нас это говядина 400 грамм 255. Сколько там? 400 грамм получается. Котлетки вот такие вот 400 грамм тоже 225. Тана кушбаша немножко дешевле на 10 лир. Знаете, но это того не стоит. Лучше берите до нас это кушбаша. Идет такое много-много прожилок. Сейчас даже до нас это добавляют уже с прожилками. И фаршик 235. Но фаршик бы здесь не советовала покупать. Уж на край лучше в Мигрос заезжайте, как я, и там покупайте. Здесь можно найти другие части курицы.
Ножки стоят за килограмм 109 лир. Что еще? Вот такие вот всякие суповые наборы есть. Вот это вот перзола, кость и вокруг кости мясо. 175. Вот. Здесь больше особо частей я не вижу. Есть вот такой вот типа грудка чисто, ну, с костями. Сейчас покажу, сколько она стоит. Пиличий багет 209 стоит за килограмм. Вот. Здесь заморозка. Заморозка всегда идет дешевле. Например, вот за килограмм 59 стоит. Вот той курицы, которую я вот взяла, в заморозке она стоит дешевле. Почему-то. Ну, наверное, то, что она уже такая давно лежит. Лук стоит сейчас у нас здесь по 12 лир. Также чеснок килограмм 199 лир. Груши по 99. Картошечка 13. Но я здесь не беру. Я беру в лавке. Там она прям красивая такая. Так, лук я сказала. Дыня 24. Но она какая-то светлая. Бананы 89. И дживис, орехи, килограмм 229 стоит. Помидоры по 35. Нектарины по 99. Авокадо 39. В Карфуре авокадо по 29 было вроде, да. Коктейльные помидоры 59. Как они? Грибы Монтар называются, 99 лир. За 800 грамм, за 454. Взять, что ли, грамм 400. Вот более таких свеженьких. Пусть лежат. Я люблю ей яичницу добавлять. И, может быть, что-то еще придумаю. Так, вот такие вот напитки, кстати, есть всякие лимонные. Всегда в холодильнике кто-то сыр бросил, ставил. Так, ну здесь опять лимонады всякие. Давайте посмотрим по сырам, по колбас. Здесь открыто все, могу прям как очень удобно так рассказать, да, обо всем. Смотрите, пилич фуме. Фуме это что такое? Это типа, знаете, типа такое, как полукопченое, копченое, типа, называется фуме. Вот она вкусная, но я стараюсь брать не пилич это куриное, а хинди фуме. То есть хинди салам, например, да, вот оно вот такое вот, но оно не совсем вкусное. Я не знаю, из чего оно делается, но как будто бы там мяса нет. А вот если брать прям хинди фуме, вот 24 лиры, она, конечно, очень тонко нарезана, очень мало, 60 грамм, но вот оно более похоже на правду. Вот эти вот, например, колбасы, да, даже вот взять вот такие вот такие, вот такие, вот такие, как бы там ни нарисовано было. Это просто жесть. Это очень невкусно. Это, не знаю, что там внутри, но это невкусно. Потом есть вот такие вот наггетсы по 55-300 грамм. Кто любит, 700 грамм 109. Есть вот даже готовая курица продается. Готовые продаются котлетки. Вот такие вот. Просто подогреть надо. Мясо с вертеля. Пожалуйста, уже продается. Сыры 500 грамм, вот 45% сыра 175 лир. Тост пионер 500 грамм. Короче, такие вот цены. Так, вот смотрите, есть вот такие вот палки колбас, которые очень сильно на наши похожи. Написано салам пилич. Тоже, если честно, не советую. Масло давайте покажу и буду закругляться. У меня старший сейчас уезжает в школу, надо его проводить. Так,
Ну, масло, например, 250 грамм, да, 82%, 250 грамм стоит 105 лир. Сейчас лира к рублю примерно 2, даже дешевле, поэтому где-то 200 рублей. А если брать, например, большое килограммовое, 385 стоит. Так, тоже где-то получается 760, 82%. Конечно же, про молоко расскажу, да, 37 лир стоит. Мы всегда покупали вот раньше вот такие вот Алтын Süt сорт. Да, оно вкусное, но я сейчас вам зайду покажу, где я беру сейчас натуральное молоко. Потому что здесь везде антибиотики, говорят. Также хочу показать йогурт. 500 грамм вот такой вот стоит, да, на разок 27 лир. Натуральный йогурт. 900 грамм, как сметана. Вот такой вот большой. Он реально очень-очень-очень сильно жирный. 7%. Стоит 99 лир. Ну и напоследок, конечно же, я вообще приехала за яйцами. 30 штук беру. Хороших яиц 159 лир. А вот можно взять 15 по 105 лир. В общем, сегодня в Биме у меня покупки вот такие вот. Так, и вышло это у меня на 691 лир. Так, и пришла я в магазин. Забыла, кстати, тару взять свою. Вот так вот на велосипеде я перебираюсь. И вот моя тара 3-литровая. Вообще по 5 литров только продают в этом магазине молоко. Но я, это, кстати, недалеко от Таза Экспресс, я беру 3-литровое, потому что мне много нельзя поднимать. Так, и вот так вот оно выглядит. Вот здесь вот в холодильнике много чего. Здесь также, кстати, и яйца были по 150. Надо будет в следующий раз здесь купить. Все типа натуральное пишут. Вот это я знаю, что вообще реально прям вот в Газипаше даже мы покупали. Здесь стоит, видите, 15 штук, 115 лир. Подороже. Это вот точно прям вот с деревень собирают, везут. Вот мне приготовили. Ne kadar? Искорок. Короче, вот наболтала с вами и забыла сказать, что мне 3 килограмма надо. Сейчас вот он мне 3 килограмма нальет обратно. Это убрал. И в мою тару перельет. Сейчас я покажу. Прям тут 3 килограмма молока. Вот, видите? Не наливая до конца. А так вот у них прям в бидонах хранится. Вот. Сколько там получилось? 3 килограмма как раз. Хорошо. Еще я взяла вот такой вот серый хлебушек по 15 лир из темной муки. Точнее, цельнозерновой, наверное. Просто сам хлеб получается темный, вкусный очень. А вот батоны эти уже поднадоели, но мы их на завтрак берем обычно. Ну и напоследок быстренько забегу в магазинчик мой любимый Таза Экспресс, где кое-что продают. А здесь прям в холодильнике вы можете кое-что найти. Смотрите. Сметана, сгущенка, молоко сгущенное с сахаром и какао, колбасы настоящие, да, они, конечно, дорогие, 315, прям тяжеленькие, всякие, даже такая вот капуста, такие колбасы, сыры, гауда, разные. И смотрите, такой вот сыр, кто любит, может тоже себе найти. И творог, квас. Ну и, конечно же, смотрите, дружба. Все написано по-русски. Лимонадики. Такие вот нарезные колбаски по 317. И корка. Крабовые палочки, всякие, короче, вкусняшечки.
которые мы очень сильно любим. Ну и, друзья, на этом все. Надеюсь, мой ролик был для вас полезен. Всем всегда, как всегда, желаю радости, хорошего настроения, позитива и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.